В маленьком городке, где все друг друга знали, жизнь текла размеренно и спокойно. Казалось, что здесь нет места трагедиям и тайнам. Но за фасадами благополучия и добропорядочности часто скрываются самые мрачные истории. История, которую я хочу рассказать, это история о любви, боли и освобождении, о том, как одна женщина нашла в себе силы, чтобы разорвать цепи тирании и начать новую жизнь. Солнце медленно садилось за горизонт, окрашивая небо в розовые и золотые тона. В доме на окраине города, окруженном высокими заборами и густыми кустами сирени, царила тишина. Марина сидела в гостиной, задумчиво глядя в окно. Ее муж, Дмитрий, был успешным бизнесменом, и их дом был полон роскоши. Но за этой роскошью скрывалась другая, более мрачная реальность. Дмитрий был человеком, который умел очаровывать. На людях он был обаятелен, щедр и добр. Но дома, за закрытыми дверями, он превращался в совершенно другого человека. Марина знала это слишком хорошо. Она помнила, как все началось с мелких придирок, которые постепенно переросли в открытые оскорбления и, наконец, в физическое насилие. Однажды вечером после очередной ссоры Дмитрий, разъяренный, толкнул Марину. Она упала, ударившись головой о край стола. Боль была невыносимой, но еще больнее было осознание того, что это уже не в первый раз. Марина потеряла сознание, и когда очнулась, то увидела над собой встревоженное лицо мужа. «Марина, прости меня, пожалуйста. Я не хотел. Я люблю тебя. Ты же знаешь», — говорил он, пытаясь обнять ее. Но Марина уже не верила его словам. Она знала, что это извинение будет таким же пустым, как и все предыдущие. После этого инцидента Марина чувствовала себя все хуже и хуже. Она часто болела, и Дмитрий, обеспокоенный ее состоянием, вызвал врача. Врачом оказался молодой специалист, недавно переехавший в их город. Его звали Алексей. Алексей был приятным, внимательным и добрым человеком. Когда он вошел в дом Марины, то сразу почувствовал, что что-то не так. Марина была бледна и измучена, но в ее глазах читалась надежда на помощь. Алексей осмотрел ее и понял, что травма гораздо серьезнее, чем казалось на первый взгляд. «Марина, вам нужно серьезное лечение», — сказал он, глядя ей в глаза. «Я сделаю все, чтобы вам помочь». Марина кивнула, но в душе она боялась. Она знала, что Дмитрий не позволит ей уйти и будет контролировать каждый ее шаг. Прошло несколько недель. Алексей навещал Марину регулярно, и между ними завязалась дружба. Он видел, как она страдает, и понимал, что дело не только в физической боли. Однажды, когда Дмитрия не было дома, Марина наконец решилась рассказать Алексею правду. «Алексей, я должна вам кое-что сказать». Начала она, голос ее дрожал. «Это не несчастный случай. Это Дмитрий. Он меня ударил». Алексей был шокирован. Он сразу понял, что это объясняет многое. «Марина, почему вы молчали?» «Вы должны были сказать мне раньше», — сказал он, пытаясь скрыть свое волнение. «Я боялась. Я не знала, кому верить», — ответила она, опустив глаза. Алексей взял ее за руку. «Марина, я помогу вам. Вы не должны оставаться здесь. Я обещаю, что все будет хорошо». С помощью Алексея Марина начала планировать свой побег. Она знала, что это будет нелегко, но впервые за долгое время она чувствовала, что у нее есть шанс на свободу. Алексей помог ей собрать необходимые документы и связался с полицией. Однажды вечером, когда Дмитрий вернулся домой, его ждали полицейские. Марина стояла рядом с Алексеем, и в ее глазах читалась решимость. Дмитрий был задержан, и Марина наконец-то почувствовала, что сможет начать новую жизнь. Прошло несколько месяцев. Марина и Алексей переехали в другой город, подальше от прошлого. Они начали новую жизнь вместе, и Марина постепенно восстанавливалась. Она больше не боялась, и в ее сердце поселилась надежда.
Алексей был рядом с ней, поддерживая и оберегая. Он знал, что у Марины впереди долгий путь, но он был готов пройти его вместе с ней. Марина научилась снова доверять и любить, и в ее жизни наконец-то появился свет. «Спасибо, Алексей», — сказала она однажды, глядя на него с благодарностью. «Ты спас меня. Я просто сделал то, что должен был. Ты сильная, Марина, и я буду с тобой всегда». Марина улыбнулась в ответ, и в этот момент она поняла, что нашла свое счастье. Она больше не была жертвой. Она была свободна. Прошло несколько лет с тех пор, как Марина и Алексей начали новую жизнь вместе. Город, в который они переехали, был небольшим и уютным, с тихими улочками и зелеными парками. Здесь они нашли спокойствие и возможность начать все с чистого листа. Марина постепенно восстанавливалась не только физически, но и эмоционально. Алексей поддерживал ее на каждом шагу, и их отношения крепли с каждым днем. Они часто гуляли по парку, наслаждаясь тишиной и покоем, которые так ценили после всего пережитого. Однажды, прогуливаясь по парку, Марина остановилась у небольшого пруда, где плавали белые лебеди. Она смотрела на них, и в ее глазах отражалась тихая радость. «Знаешь, Алексей, я никогда не думала, что смогу снова быть счастливой», — сказала она, обернувшись к нему. Алексей взял ее за руку и улыбнулся. «Ты заслуживаешь счастья, Марина, и я рад, что мы нашли его вместе». Марина улыбнулась в ответ, и в этот момент она почувствовала, что ее сердце наконец-то свободно от страха и боли. Она знала, что прошлое никогда не исчезнет полностью, но теперь оно не имело над ней власти. С течением времени Марина решила, что хочет помочь другим женщинам, оказавшимся в подобной ситуации. Она начала волонтерскую работу в местной организации, которая поддерживала жертв домашнего насилия. Алексей поддерживал ее в этом начинании, и вместе они организовывали встречи и лекции, чтобы рассказать свою историю и вдохновить других на перемены. Однажды на одной из таких встреч Марина встретила женщину по имени Светлана. Она была молода и полна решимости изменить свою жизнь. Марина увидела в ней себя прежнюю и решила, что поможет ей. «Ты не одна, Светлана», — сказала Марина, глядя ей в глаза. «Я знаю, как тебе страшно, но ты можешь это сделать. Я помогу тебе». Светлана кивнула, и в ее глазах появилась надежда. Марина знала, что это только начало, но она была готова поддерживать Светлану на каждом этапе ее пути. С годами Марина и Алексей стали известны в своем городе как люди, которые помогают другим. Их история вдохновляла многих, и они стали символом надежды и силы. Однажды, сидя вечером на крыльце своего дома, Марина посмотрела на Алексея и сказала: «Знаешь, я благодарна судьбе за все, что произошло. Если бы не это, я бы никогда не встретила тебя». Алексей улыбнулся и обнял ее. «Я тоже благодарен. Мы прошли через многое, но это сделало нас сильнее». Марина кивнула, и в этот момент она поняла, что нашла свое истинное предназначение. Она больше не была жертвой, она была борцом и защитником. И вместе с Алексеем она продолжала строить свою жизнь, полную любви, поддержки и надежды. История Марины – это история о преодолении и возрождении. Она напоминает нам, что даже в самых тяжелых обстоятельствах всегда есть возможность для перемен. Марина нашла в себе силы, чтобы изменить свою жизнь, и вдохновила других сделать то же самое. Эта история не только о боли и страдании, но и о любви и исцелении. Она учит нас, что настоящая любовь – это поддержка и понимание, и что каждый из нас способен на великие перемены. Марина и Алексей нашли свое счастье, и их история стала символом надежды для всех, кто ищет выход из тьмы.